Здравствуйте, дорогие любители вязания! Предлагаю вам сегодня связать вместе со мной вот такую красивую ажурно-рельефную резинку к вязаным изделиям. Посмотрите, какая интересная, красивая, необычная. Очень хорошо будет смотреться на изделиях, не перегруженных узорами, связанной обычной лицевой гладью или какими-то мелкораппортными ровными узорами. И вот резинка будет прям акцентировать на себе внимание. Кто хочет вязать шарф, вот так она выглядит с изнанки. Это узор из книги японского дизайнера Хитоми Шида, 260 узоров спицами. И узор этот под номером 210 в этой книге. Давайте я вам быстренько расскажу, объясню схему. Вот этот узор, вернее, вот эта схема. Сразу скажу, что мне не нравится. Давайте мы резиночку положим рядом. Вот у Хитоми Шида часто узоры, вот в частности эта резинка, начинается с первого ряда, который вяжется лицевыми петлями. Но для резинки это вот совершенно не обязательно, и я первый ряд вяжу так же, как второй. То есть сразу начинаю вязать резинку. Это один пунктик, что мне не нравится. И еще мне не то, что не нравится, а я просто советую. Раппорт узора составляет 6 петель. Вот. У меня здесь связано 3, 7 раппортов. Если вы будете вязать по кругу, то вы будете повторять эти 6 петель, вот один раппорт, постоянно будете повторять. Но если вы будете вязать поворотным вязанием, то сразу после кромочной у вас начинается вот в этой части вот этот рельефный узор, что будет некрасиво смотреться сразу после кромочной петли. Поэтому я советую для поворотного вязания после кромочной петли еще вязать одну изнаночную петлю. Она не будет входить в раппорт узора, будет вязаться только в начале ряда. Вот изнаночная петля, и вот этот элемент узора сразу выглядит рельефно, красиво, точно так же, как все остальные. Если вы будете после кромочной вязать сразу этот элемент, то вот эта часть не будет так красиво смотреться. Я здесь у себя связала образец так, что вот вязала здесь одну изнаночную петлю. А вот сейчас с вами мы провяжем так, как по схеме, и вы увидите разницу. Что еще хочу сказать по схеме, что я говорю всегда, когда мы вяжем по японским схемам. Все петли на схеме выглядят так, как они выглядят на лицевой стороне изделия или вязания. И по этим схемам очень хорошо вязать по кругу. Сразу видно все ряды, как нужно вязать, их читать схему справа налево и все ряды вязать вот на лицевой стороне. Очень удобно и легче. Но не все изделия вяжутся по кругу. И при поворотном вязании, вот у Хитоми Шида всегда, и вообще в японских схемах всегда показано, что обозначает пустая клеточка. В данном случае это изнаночная петля на лицевой стороне и лицевая петля на изнаночной стороне. То есть, если мы будем вязать поворотными рядами, то в изнаночных рядах эта пустая клеточка будет провязываться лицевой петлей. И наоборот, если в лицевых рядах показана вот лицевая петля, вот, в изнаночном ряду мы будем вязать ее изнаночной петлей. Все остальные элементы я буду вам объяснять. Схема при вязании будет перед вами. Мы с вами свяжем 2 раппорта, потому что 6 петель в одном раппорте, ну это совсем уже мало. Набираем на спицы 14 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Да, я забыла сказать, что раппорт в высоту составляет 24 ряда. Резинка достаточно высокая. Вяжем первый лицевой ряд. 1 изнаночная, 3 лицевых,
2 изнаночных. Закончили вязать один раппорт и начинаем вязать второй раппорт. 1 изнаночная, 3 лицевых и 2 изнаночных. Провязали 2 раппорта первого ряда, и в дальнейшем я не буду разделять петли раппорта одного и второго. Перед вами видно, где кончается раппорт и где начинается другой. Второй изнаночный ряд, петли провязываем по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные вяжем изнаночными. В этом узоре не все изнаночные, не во всех изнаночных рядах петли вяжутся по рисунку. Так что какие-то ряды я буду пропускать, где по рисунку вяжем, а где по схеме будем провязывать вместе. Третий лицевой ряд. 1 изнаночная. Далее перед нами 3 лицевые петли. Мы накидываем третью петлю на первую и вторую. Петли с левой спицы не снимаем. Затем провязываем лицевую петлю. Делаем накид и провязываем лицевую петлю. Вот такой элемент Хитоми Шида называет в книге его узелок. Ну, пусть он будет узелок. Далее у нас будет 3 изнаночных. И снова вяжем узелок на 3 петлях. Третью петлю накидываем на первую и вторую. Лицевая, накид, лицевая. В конце ряда 2 изнаночных. В 4-м изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку. Накиды в узелках провязываем изнаночными. Провязали 4 ряда. Смотрим внимательно на схему. 5-й лицевой ряд и 6-й изнаночный ряд, петли в них провязываем по рисунку. Никаких здесь у нас нет изменений, и давайте мы эти ряды провяжем самостоятельно. Вот 5-й ряд я уже провязала. Итак, самостоятельно провязываем. Провязали 6 рядов. 7-й лицевой ряд. 1 изнаночная. Снова на 3 петлях вывязываем узелок. Накидываем петлю третью на первую и вторую, лицевая, накид, лицевая. Далее 3 изнаночных и снова узелок на 3 петлях и 2 изнаночных в конце ряда. 8-й изнаночный ряд, петли вяжем по схеме. 2 лицевые. Вот перед нами изнаночная, накид, изнаночная. Мы провязываем эти петли изнаночными скрещенными. Вот простую изнаночную я бы провязала сейчас вот так, а изнаночную скрещенную подхватываю петлю сзади, вот за заднюю стенку, и провязываю изнаночной. Петля у нас разворачивается. Накид точно так же провязываем. Подхватываем его за заднюю стенку, провязываем изнаночной. И еще раз изнаночная скрещенная. Далее 3 лицевых, 3 изнаночных скрещенных. И 1 лицевая в конце ряда. Для вязания 9-го лицевого ряда нам понадобится дополнительная спица. Вот посмотрите, какой интересный перед нами элемент, и мы так его вяжем. Сразу после кромочной мы оставляем за работой первую петлю. Вот можно просто ее оставить, вот поменять местами. Первую петлю перекинуть на левую спицу, а вторую петлю мы провязываем лицевой петлей. Делаем накид, и вот
эту первую петлю, которую мы оставили за работой, и следующую петлю на левой спице мы снимаем. Вот я еще следующую петлю разверну, чтобы они одинаково лежали. Мы снимаем, не провязывая, на правую спицу. Далее берем дополнительную спицу и оставляем перед работой следующую петлю. Следующую лицевую петлю оставляем перед работой. Провязываем следующую петлю на левой спице лицевой петлей. И петли, которые мы оставляли не провязанными, мы накидываем на эту лицевую петлю. Далее делаем накид и провязываем лицевую петлю с дополнительной спицы, которая у нас была перед работой. И смотрите, как мы провязали эти 5 петель. Лицевая петля, накид, в центре изнаночная, потом накид и снова лицевая петля. Вот таким образом мы провязали 5 петель. Сейчас мы еще их провяжем, чтобы вам было еще более понятно. Вяжем изнаночную петлю. Это мы провязали один раппорт. Вяжем следующий раппорт, и вот 5 петель вяжем точно так же. Оставляем первую петлю за работой, вот так на левой спице. Провязываем лицевую петлю, делаем накид, оставленную за работой петлю и следующую за ней петлю с левой спицы мы перекидываем на правую, не провязывая. Затем берем дополнительную спицу и оставляем перед работой лицевую петлю, следующую лицевую петлю. Затем это у нас это 4-я петля, и вот эта 5-я последняя петля из 5 петель, мы провязываем ее лицевой петлей и накидываем на нее 2 петли, которые мы снимали, не провязывая. Вот такая у нас убавка петель. Далее делаем накид и провязываем лицевой петлей петлю с дополнительной спицы, которая была перед работой. Вот так. Это единственный трудный элемент в этом узоре. Далее изнаночная петля. 10-й лицевой ряд. Лицевая. Следующая петля провязывается изнаночной скрещенной. 3 лицевых. Изнаночная скрещенная. И повторяем: лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, вот накиды мы здесь вяжем лицевыми, и изнаночная скрещенная. 11-й лицевой ряд. Сразу после кромочной вяжем лицевую скрещенную петлю. Лицевую петлю обычную я бы провязала вот таким образом, а лицевую скрещенную тоже подхватываем петлю сзади, разворачиваем ее и провязываем лицевой петлей. Далее будет накид. Следующие 3 петли провязываем вместе лицевой так, чтобы средняя была по центру. Вот смотрите, перекидываем 2 петли, не провязывая, на правую спицу, меняем их местами так, чтобы средняя петля вот у нас встала на первое место. Возвращаем петли на левую спицу и провязываем все 3 петли вместе лицевой. Далее делаем накид, лицевая скрещенная, изнаночная петля. И повторяем раппорт. Лицевая скрещенная, накид, 3 вместе лицевой так, чтобы средняя петля была по центру. Можно вот так еще сделать. Подхватываем петли, вот начиная со второй, вот таким образом.
снимаем их, не провязывая, на правую спицу, сразу подхватываем третью петлю с левой спицы и вот так вот возвращаем их на левую спицу и провязываем лицевой петлей. У нас средняя петля получилась по центру. Далее будет накид, лицевая скрещенная, в конце ряда изнаночная петля. 12 лицевой ряд вяжется точно так же, как 10. 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых, изнаночная скрещенная. Провязали 11 и 12 ряд. И теперь смотрим внимательно на схему. 13 лицевой ряд и 14 изнаночный мы будем вязать сейчас точно так же, как вязали 11 и 12. И 15 и 16 мы точно так же будем вязать, как 11 и 12. Давайте эти 4 ряда мы провяжем самостоятельно. Провязали 16 рядов, вот так должно получиться. Вяжем 17 лицевой ряд. Сразу после кромочной мы оставляем одну петлю на дополнительной спице перед работой или просто меняем петли местами. Вот так вот первую петлю я оставляю на левой спице перед работой, провязываю следующую петлю изнаночной и оставленную перед работой петлю я провязываю лицевой скрещенной. Так ее разворачиваю. Далее будет 1 изнаночная, и теперь 2 петли нужно перекрестить в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой, я меняю петли местами, провязываю лицевую скрещенную, я ее развернула уже, и оставленную за работой петлю вяжем изнаночной. Далее будет изнаночная петля и повторяем. 2 петли перекрещиваем в левую сторону, одну оставляем на дополнительной спице перед работой, либо меняем петли местами, вяжем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной, далее будет 1 изнаночная и 2 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 петля остается за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. В конце ряда 1 изнаночная. 18 изнаночный ряд, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, петлю, которую мы провязывали лицевой скрещенной, мы вяжем здесь изнаночной скрещенной. 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 1 лицевая петля. И повторяем раппорт: 2 лицевые, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая. 19 изнаночный ряд, 1 изнаночная, вяжем узелок на 3 петлях, третью петлю накидываем на первую, вторую, лицевая, накид, лицевая, 3 изнаночных и снова узелок на 3 петлях, лицевая, накид, лицевая, и 2 изнаночных в конце ряда. В 20 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. Смотрим внимательно на схему. 21 лицевой ряд и 22 изнаночный ряд мы вяжем петли по рисунку. Здесь мы лицевые вяжем обычными лицевыми, изнаночные вяжем обычными изнаночными. Делаем это самостоятельно. 23 лицевой ряд, 1 изнаночная, узелок на 3 петлях, 3 изнаночных, узелок на 3 петлях, 2 изнаночных.
В 24 изнаночном ряду у Хитоми Шида там переход к резинке 1 на 1, но я в этом смысла не вижу. Если дальше будем вязать какой-то обычный узор, либо лицевую гладь, то петли лучше провязать по рисунку. Какой смысл здесь переходить к резинке 1 на 1, если дальше будет лицевая гладь? Ну вот, посмотрите сами. Мы научились с вами вязать вот такую красивую фигурную резинку. И посмотрите, вот о чем я говорила вам в начале. Здесь мы вязали строго по схеме, сразу после кромочной вязали узор. И посмотрите, вот эта часть узора сливается с кромочной петлей. И посмотрите, если здесь провязана одна изнаночная петля в начале, как она смотрится по-другому. На мой взгляд, смотрится лучше. Все. Ставим лайки, если вам понравился узор, пишем комментарии и подписываемся на наш канал. Присоединяемся везде, где мы есть в интернете. Все ссылки найдете под каждым нашим роликом. Приглашайте к нам своих друзей. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!